Зеленского призвали уйти, назвав его эго самым большим в Украине. Резкое заявление в Верховной Раде. Украина согласна с условиями, кто кого переиграл, о чем говорится в новом соглашении о полезных ископаемых, которые хотят получить США. Европа наносит удар по компании Узбекистана. За что и почему? Мир смеется над Путиным и Трампом. Зеленский бьет по голове представителя Кремля. Германия высмеивает политиков. И кража века. 98-килограммовый унитаз из золота похитили за 5 минут. Досмотрите. Всем привет, время Прядко, коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Буду благодарен за вашу обратную связь в виде подписки, комментариев, а также делитесь этим видео. И под каждым из видео жду ваших ответов на мои вопросы. Время начать. Итак, важная тема. В ночь на 26 февраля западная пресса сообщила, Украина и США таки согласовали условия соглашения о полезных ископаемых. Киев смог переиграть и настоять на своем, и, судя по всему, Вашингтон согласен, что перегнул с требованиями. Итак, источники Financial Times сообщают, что стороны договорились о гораздо более выгодных условиях. Окончательная версия соглашения, датированная 24 февраля, с которой ознакомилась Financial Times, предусматривает создание фонда, в который Украина будет отчислять 50% поступлений от будущей монетизации минеральных ресурсов, включая нефть и газ, а также связанную с ними логистику. В сферу действия соглашения не включены полезные ископаемые, доходы с которых уже наполняют украинскую государственную казну. То есть оно не будет распространяться на текущую деятельность Нафтогаза и Укрнафты, поясняется в публикации. И вот еще важное. Из согласованного проекта соглашения убрали положение о созданию фонда восстановления стоимостью до $500 миллиардов, куда Украина должна была бы перечислять 50% доходов от добычи минеральных ресурсов и в котором США имеют 100% финансовое участие. В то же время в соглашении нет ни одного упоминания о гарантиях безопасности со стороны США, на которых так настаивал Киев в обмен на согласие на эту сделку. Оно также не уточняет такие важные вопросы, как размер доли США в фонде и условия соглашения о совместном владении. Аналитики считают, что Америка еще споткнется в вопросе добычи редкоземельных металлов. Не все так просто, как кажется. Давайте послушаем. Есть несколько проблем. Прежде всего, наша база знаний о ресурсах Украины, редкоземельных металлах, титании и других недостаточно. Нам необходимо больше информации о полезных ископаемых, находящихся в Украине. Во-вторых, огромная проблема для США заключается в том, что существует не так много американских компаний, которые способны добывать и перерабатывать эти редкоземельные элементы, потому что уже почти 2 десятилетия в этом секторе доминируют китайские компании. Поэтому на политическом уровне легко сказать, давайте получим эти критически важные элементы из Украины. Но на практическом уровне пока не совсем ясно, какие компании американские, британские, немецкие или какие-либо другие смогут это сделать в нынешних условиях, когда война продолжается. Но война, скорее всего, таки будет завершена в Вашингтоне, Москве, а теперь уже и Франции одновременно говорят о том, что на фронте уже совсем скоро может наступить перемирие. Макрон считает, что это произойдет буквально в ближайшие недели. Французский президент, напомню, кстати, мог тет-а-тет обсуждать и отправку в Украину французских и британских миротворцев. Лондон и Париж готовы к этому, но хотят, чтобы Вашингтон гарантировал защиту этому контингенту, пишет Financial Times. Мы очень усердно работаем вместе с премьер-министром Великобритании над тем, чтобы подготовить франко-британское предложение, в котором говорилось бы, что мы готовы направить войска, но не на передовую, не для конфронтации, а для присутствия в некоторых местах, которые определены договором как присутствие для поддержания этого мира. Поэтому будет сделано что-то, что устроит всех. Нам тоже нужны миротворцы. На самом деле, это то, что я действительно обсуждал. Но форма миротворчества, приемлемая для всех, в конечном счете позволит о чем-то договориться. Я уверен. Тем временем Белый дом опять бьет по Зеленскому. Не прекращает критиковать украинского президента вице-президент США Джей Ди Венс. В интервью изданию Daily Mail он заявил, что когда встречался с Зеленским в Мюнхене на конференции по безопасности, то пытался донести и вежливую, но твердо выраженную позицию о необходимости скорейшего завершения войны. Это была цитата. Венс утверждает, что Зеленский явно не понял или не получил этот сигнал. И Венс повторил то, что говорил ранее. Зеленский выбрал неправильный путь.
Идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение президента, очерняя его в СМИ. Все, кто знает президента, скажут вам, что это отвратительный способ общения с этой администрацией. Катком критики проехался по Зеленскому и Илон Маск. Тот в своей соцсети X вновь написал, что в Украине пора провести выборы. Отмечу, что накануне украинский депутат Гончаренко также с трибуны Верховной Рады призвал Зеленского не идти на второй срок, не держаться за власть и торговать страной. Друзья, что самое большое в Украине? Вы думаете, Говерло? Нет, самое большое в Украине – это эго Владимира Зеленского. Оно такое большое, что его видно просто из космоса. Правда, у нас нет космической программы, чтобы самим увидеть. Но со спутников это видят все. Почему я об этом говорю? Да потому что, посмотрите, тогда, когда президент Зеленский должен сделать одну вещь, когда звучит где-то диктатура, где-то какие-то проценты. Не надо выходить и измерять рейтинги других, как говорил Зеленский. Не надо принимать дурные заявления о том, что Верховная Рада или Сельская Рада говорит, что Зеленский легитимный, это не имеет смысла. Надо выйти и сказать одно: я, Владимир Зеленский, я больше не буду баллотироваться в президенты Украины. Это лучший ответ. Сам же Зеленский никак не реагировал на эти призывы. Накануне он перечислил страны, которые собираются оказать военную поддержку Украине. Это и Великобритания, Норвегия, Испания, Швеция, Дания и так далее. Балтийские государства вместе со странами Северной Европы обеспечат оснащение и подготовку подразделений численностью в бригаду. И именно такие шаги важны для ротации в нашей армии. Нам нужны оснащенные и обученные подразделения, чтобы поддерживать ребят на фронте. Эстония подготовила пакет поддержки. Есть договоренности с Литвой о дальнейших совместных шагах в сфере обороны, в частности, защиты неба. Кроме того, накануне 24 февраля приняты новые санкционные меры против России за войну. Напомню, что накануне Путин также говорил о выборах в Украине и утверждал, что рейтинг Зеленского намного меньше, чем рейтинг бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Украинские социологические исследования действительно называли Залужного главным возможным конкурентом Зеленского. Сам же Залужный буквально неделю назад ушел от прямого ответа на вопрос, готов ли стать президентом страны. Он заявил, что прежде чем отвечать на вопросы об участии в выборах, сначала нужно получить условия, при которых такие вопросы будут абсолютно уместны. В Латвии тем временем заговорили о том, что поощрять Россию сейчас нельзя. Украина должна оставаться сильным, крепким государством. Это в интересах всех нас. Мы также понимаем, что результат этих переговоров ни в коем случае не должен поощрять или укреплять Российскую Федерацию. Однако он должен обеспечить справедливый и устойчивый мир. Говорить об этом легко, но достичь этого будет очень сложно. А как вы считаете, как много миротворцев из Франции и Великобритании должны быть отправлены в Украину? И что они будут делать в случае нового наступления РФ? Пишите свои варианты. Кроме того, интересна ваша реакция на слова Венса о Зеленском и украинского депутата Гончаренко, который обратился к украинскому президенту. Европейский удар по компании из Узбекистана. ЕС принял 16-й санкционный пакет в отношении России. Под ограничение попали 48 физических и 35 юридических лиц, которые несут ответственность за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Из узбекистанских компаний в санкционный пакет ЕС включили компанию Узстанекс. По данным интернет-издания Кун-Уз, Узстанекс, входящая в состав холдинга Stanex Group, занимается оптовой продажей механических устройств и настройкой оборудования в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане. Украли золотой унитаз, и это не шутка. Группа грабителей врывается в Бленхеймский дворец, бывшую резиденцию Уинстона Черчилля. Камеры наблюдения фиксируют, как они с инструментами бегут к зданию, взламывают дверь, а затем выбрасывают через окно золотой унитаз весом 98 килограммов. Менее чем за 5 минут преступники вырывают его из стены, грузят в машину и исчезают, оставляя за собой хаос. А теперь внимание, стоимость унитаза $6 миллионов.
долларов. Но полиции удалось вычислить лишь 3 из 5 участников дерзкого ограбления. Где сам унитаз? Прокуроры считают, что его попросту расплавили и продали по кускам. Как вам такая кража века и что думаете в целом о наличии золотого унитаза? Странные у людей запросы, не правда ли? Зеленский бьет Путина по голове молотком, похожим на сердце. В Германии собираются на всю страну смеяться над Трампом, Путиным и Шольцем в рамках ежегодного карнавала. В Кёльне готовят жесткую сатиру. Гигантские карнавальные платформы уже выстроились в ряд. Трамп, например, держит земной шар лишь на среднем пальце, ведя при этом на поводке статую свободы и плачущую Фемиду. А Путин держит Ким Чен Ына как кошку. Шольц и Хабек изображены как пилоты крушения, что символизирует экономический спад Германии. Эти карнавальные образы не просто смех, а политическое заявление, говорят организаторы. Даже Илон Маск оказался в центре внимания. Его изображают вместе с лидером ультраправых из «Альтернативы для Германии». Парад пройдет 9-километровым маршрутом при 600 тысячах зрителей. Как вам такие изображения политиков? Заслужили ли они? Напишите свое мнение в комментариях. Больше новостей за эту неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, ставьте лайк, подписывайтесь, участвуйте в обсуждениях. А хотите помочь каналу, то оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо». Любая поддержка важна. До встречи, друзья.